Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на канал Тортомании! Сегодня будем готовить очень вкусный стабильный крем. Состоит он всего из 3 главных ингредиентов. Крем в меру сладкий, подходит для покрытия торта, а также можно использовать в прослойку. Ну и сегодня я открою свой маленький секрет, что я добавляю, чтобы избежать трещин. Напоминаю, что вся нужная информация есть также в описании под видео. Для этого крема нам понадобится творог жирностью 9%, белый кондитерский шоколад. Я использую фирму Мастер Мартини. Масло жирностью 72%, ванильный сахар, чайная ложка и дополнительно по желанию гель-декор и отбеливатель. Эти ингредиенты не обязательны, мы их добавляем по потребности. В первую очередь ставим растопиться шоколад. Я это делаю самым простым способом. Заливаю кипяток, сверху ставлю мисочку с шоколадом и оставляю на минут 10-15, пока шоколад растопится. За это время идет другой процесс приготовления. Чтобы крем получился, в первую очередь нужно выбрать правильный творог. Во-первых, он должен быть свежим, потому что творог быстро портится. Во-вторых, он должен быть в меру влажным, не очень влажным, но и не очень сухим, вот золотая середина. Не иметь таких твердых, отогретых частиц. Лучше всего, когда он будет такой нежный, мягкий и жирностью 9%. Можно брать и домашний, и магазинный творог. Ну и, конечно, большую роль играет вкус творога. Он должен быть приятным, не слишком кислым. В описании под видео я напишу, какую фирму использую я. Добавляем к творогу ванильный сахар. Теперь с помощью ручного блендера нам нужно превратить вот этот творог в творожную пасту. Отнеситесь к этому процессу очень серьезно, потому что это все потом будет влиять на качество крема. Надо очень хорошо пробить блендером в несколько этапов, чтобы там не осталось никаких комочков. Я это делала 3 раза. После каждого раза останавливаем ручной блендер, соскребаем все в центр миски и пробиваем снова. Творог нужно очень хорошо пробить, чтобы там не было никаких крупинок, чтобы у нас образовалась вот такая творожная паста. Практически это тоже как крем, паста, можно сказать, без крупинок. Если подберете тот, который нужен, то получится вот такая замечательная паста. Отставляем творожную пасту и посмотрим, что с нашим шоколадом. Вот видите, он уже растопился. Мы его еще немножко смешаем, и он растопится полностью. После того, как шоколад полностью растопился, снимаем его с кипятка и ставим на стол. Пускай немножко остывает. В другой миске будем взбивать масло. Я использовала масло 72%. Масло должно быть очень мягким, комнатной температуры. Желательно его выставить из холодильника за несколько часов до приготовления. И вообще вот все вот эти ингредиенты должны быть комнатной температуры. Теперь нам нужно масло не взбить в пышную массу, а взбиваем до того момента, пока оно посветлеет. Это занимает примерно несколько минут. Вот, взбиваем до того момента, пока оно посветлеет. Теперь к маслу добавляем творог. Соскребаем все, чтобы ничего не осталось, это важно. С помощью миксера, но нам не нужно взбивать, а нужно как бы на слабых оборотах, либо на средних оборотах мы просто соединяем эти 2 ингредиента, смешиваем. Один раз останавливаемся, соскребаем все в центр миски и еще раз хорошенько смешиваем. Почему я говорю смешивать на слабых оборотах? Это для того, чтобы не образовывались пузыри. Потом при выравнивании эти пузыри будут нам мешать. Поэтому просто вот на слабых оборотах смешиваем. Вот посмотрите, какая у нас консистенция вышла. Достаточно плотная, хорошо держится на венчиках. И теперь сюда добавляем шоколад. Но сначала нужно посмотреть, какая у него температура. Лучше всего, когда будет 30, максимум 32 градуса. Это идеальная температура для соединения с кремом. Шоколад добавляла я в 2 этапа. Добавляем одну часть шоколада,
смешиваем до полного соединения и добавляем оставшуюся часть. Обратите внимание, что после добавления шоколада крем становится намного мягче. Это связано с тем, что шоколад поднимает в креме температуру, и он вот такой более мягкий. Вот такая у него консистенция. И теперь напоследок, если вы будете использовать этот крем для покрытия, и если у вас очень часто появляются трещины на торте, то можно добавить чайную ложку декор геля. Ну и если вы хотите, чтобы этот крем был максимально светлым, то сразу к декор гелю можно добавить диоксид титана. Декор гель делает крем более эластичнее и минимизирует появление трещин. Теперь добавляем это к крему. И также хорошо вымешиваем, чтобы декор гель и краситель разошелся в креме. По-моему, прямо на глазах видно, что крем светлеет. И можно вот так в помещении оставить, после добавления декор геля и красителя, можно оставить на минут 5-10, чтобы краситель проявился полностью. Теперь немного расскажу о креме и о его свойствах. Этот крем желательно использовать сразу после приготовления. Это как раз идеальный вариант. В нем нужная температура, и он хорошо ложится. Если вдруг у вас получается так, что вам нужно сделать крем заранее и оставить его в холодильнике, в холодильнике этот крем становится твердым, таким как ганаш приблизительно. После холодильника нужно его выставить, чтобы он нагрелся до комнатной температуры, а потом еще привести его в рабочее состояние. Немножко нагреть на паровой бане и смешать миксером до гладкости. Можно сказать, что этим кремом можно выровнять торт нормально, но такой идеальной гладкости, как получается после ганаша, к сожалению, не получается. Этот крем отлично показал себя на двухъярусных тортах. Вот этот торт я выравнивала вот этим кремом. Все прошло без проблем. На нем можно рисовать, клеить вафельные картинки, ставить карамельный декор, а также декор из мастики. Ну, то есть все как обычно. Надеюсь, что это видео будет для вас полезным. На этом с вами прощаюсь. Иду готовить следующий выпуск. До скорой встречи!